наш АСМР канал. Вы видели Барти в предыдущих видео, и он сейчас у меня прыгает по шкафу. Я надеюсь, что, возможно, он может прийти к нам, и мы его снова увидим. Да, только тихо, пожалуйста. Спасибо. И это наше 4-е видео по трилогию Бартимеуса. Мы читаем первую книгу «Амулет Самарканда». И я хотела спросить у вас, какой вам звук нравится больше. Я использовала в
маскировки. Слой туго натянутых черных нитей укрыл меня. Я слился с темнотой и стал ждать. Шаги приближались. Кто бы это мог быть? Патруль ночной полиции. Паланка волшебников, посланных Саймоном Лавлейсом. Возможно, шары все-таки выследили меня. Но оказалось, что это и не полицейские, и не волшебники. Это были подростки с Трафальгарской площади, 5 пацанов под предводительством девчонки. Они брели по переулку и время от времени небрежно поглядывали по сторонам. У меня немного отлегло от сердца. Я ведь хорошо спрятался, да даже если бы и чары, здесь, вдали от скопления народа, мне бояться нечего. Да, правда, мальчишки рослые и на вид хамоватые, но в конце концов это же всего лишь мальчишки в джинсах и кожанках, и не более того. На девчонке была черная кожаная куртка и сильно расклешенные брюки. Да, из таких клишей можно было бы выкроить вторую пару брюк для лилипута. Подростки шли, шаркая ногами по разбросанному мусору, и вдруг я осознал, до чего же тихо они держатся, просто-таки неестественно тихо. Меня охватили сомнения, и я снова проверил другие планы. Внимательно и придирчиво я изучил каждого из подростков, просто 6 детей, дети как дети, ничего подозрительного. Я сидел, спрятавшись за своей завесой, и ждал, пока они пройдут. Девчонка вышагивала впереди, вот она поравнялась со мной. Я зевнул, пользуясь тем, что под защитой чар они меня все равно не видят. Один из подростков похлопал девчонку по плечу. «Здесь», — сказал он, сопровождая свои слова указывающим жестом. «Взять его», — скомандовала девчонка. И прежде чем я успел совладать с изумлением, трое самых крепких мальчишек прыгнули в подворотню и накинулись на меня. Как только они коснулись хрупкого колдовского покрова, нити порвались и развеялись. В мгновение ока меня захлестнула волна запахов нездоровой кожи, тяжелого лосьона для бритья и немытых тел. На меня навалились, меня залегали и огрели по голове, после чего без церемонов сдернули на ноги. Потом я все-таки опомнился. В конце концов я Бартимеус. Переулок озарила короткая яркая вспышка, сопровождающаяся волной шара. Камни подворотни стали выглядеть так, словно их опалило огнем. К моему удивлению, мальчишки не ослабили хватки. Двое держали меня за запястье, словно парочка наручников, а третий обхватил сзади за пояс. Я повторил трюк с большим усилием. С ближайшей улицы донесся вой. У нескольких автомобилей сработала сигнализация. Честно признаться, я ожидал, что на этот раз избавлюсь от захвата. В конце концов, обугленные трупы никого не могут удерживать. Но мальчишки остались на месте. Они тяжело дышали, но продолжали удерживать меня мертвой хваткой. Что-то здесь было не так. Совсем не так. Вопреки распространенному мнению, многие из нас вовсе не жаждут причинять зло обычным людям. Нет, бывают, конечно, исключения вроде того же Джаббара, однако даже такой спокойный, уравновешенный джин, как я, вполне способен на злодейство, особенно если меня здорово достанут. «Держите его покрепче», — сказала девчонка. Я уставился на нее, она на меня. Она была чуть повыше моего нынешнего воплощения, темноглазая, с темными длинными волосами. Я начал терять терпение. «Чего вам надо?» — спросил я. «У тебя на шее кое-чего висит. Для столь юной особы, по моим прикидкам, ей было лет 13. У девчонки был на редкость ровный и властный голос. Кто тебе сказал?» «Кретина, ну уже 2 минуты, как висит на виду. Вывалилась из-под футболки, когда тебя встряхнули». «Ага, верно. Давай эту штуку сюда». «Нет». Девчонка пожала плечами. «Как хочешь. Тогда мы сами ее снимем». «Вы ведь не знаете, кто я такой на самом деле, верно?» Я постарался произнести это как можно небрежнее, с легким оттенком угрозы. «Ты не волшебница». «Что верно, то верно», — презрительно фыркнула она. «Волшебник поостерегся бы связываться со мной мне подобными. Я решил как следует припугнуть его. Вообще-то этот фокус трудно провернуть, когда в тебя словно клещами вцепился
продолжали меня удерживать. Мой длинный сильный хвост хлестнул влево, потом вправо, от души врезав по двум тупым башкам. Мозги у парней, если таковые имелись, хорошо сотряслись, челюсти отвисли, а руки разжались. Один из двух телохранителей девчонки быстро опомнился, сунул руку под куртку и выхватил что-то блестящее. Когда он швырнул это в меня, я снова превратился. На змею заметить,
если это все, я, пожалуй, заберу его